Всем привет! Канал «Математические эксперименты». Сегодня у нас амбициозная задачка пробежать 100-метровку от треугольника Паскаля до значения дзета-функции. Бежать будем со страшной скоростью, как Усейн Болт. Ну, правда, бежать будем не 10 секунд, потому что я не Усейн Болт. Да и расстояние не 100 метров, тут скорее километров 10. Вон сколько надо скроллить. Ну вот, кстати, не так уж и много. Я постарался найти действительно кратчайший путь от простого, всем понятного треугольника Паскаля до великой непостижимой дзета-функции. Почему великой и непостижимой? Есть много интересных видео по поводу дзета-функции. И, конечно, начинать нужно с значения дзета-функции в точке 2. Посчитать значение дзета-функции в точке 2 – это отдельная задачка. Посчитать значение дзета-функции в точке 3 – еще одна задачка. Вот. Посчитать нули дзета-функции – это тоже отдельные серьезные задачки. Доказать, что они расположены там-то и там-то – это вообще величайшая задачка современности. Но это я отвлекся. Значение дзета-функции определяется следующим образом. Это сумма обратных катых степеней. Это значение дзета-функции в точке k. Сумма обратных катых степеней натуральных чисел. Соответственно, сумма обратных квадратов – это значение дзета-функции в точке 2. И это значение равно π квадрат на 6. Эта задачка, посчитать сумму обратных квадратов, известна как базельская задачка. Интересно, что она стояла перед математиками 45 лет. 45 лет люди не могли найти, чему равняется эта сумма. Это так забавно выглядит сейчас в текущем контексте. Видимо, в математике, так же как и в информатике, происходит такое ускорение движения. С каждым годом ускорение увеличивается и скорость увеличивается. Все увеличивается, и то, что происходило 100 лет назад, или 200 лет назад тем более, выглядит забавным. В общем, когда-то люди не знали, что такое Фурье преобразование, не знали ряды, как следует их, не знали. И не могли посчитать эту сумму. Приходилось как-то хитрить. И есть много интересных видео про то, как можно вычислить эту сумму обратных квадратов и получить вот эти заветные π квадрат на 6. Тут надо найти какую-то связь с кругом, с тригонометрическими функциями, чтобы это π квадрат вылезло. И я здесь рекомендую посмотреть канал, например, ZetaMath. Он, правда, на английском языке. Если ваш английский на недостаточном уровне, чтобы смотреть лекции на английском языке, то я рекомендую поставить Яндекс.Браузер, открыть YouTube, навести мышку на видео и найти там иконку с иероглифом. Вы на нее нажмете и получите синхронный перевод на русский язык. Это прикольно, это сильно расширяет множество контента математического, образовательного, который вы можете потреблять для саморазвития. Это вообще, это немерено круто. Можно и английский тоже выучить, тоже вариант. Так тоже можно. Но и рассказ-то мой сегодня не про функцию z от 2 π квадрат на 6, а про то, как мы внезапно, совершенно случайно набредем на значение дзета-функции -1, -2, -3, решая некоторую простую задачку, занимаясь некоторыми такими простыми упражнениями. Суммируя вот этот вот ряд, наша задачка найти сумму вот этого конечного ряда катых степеней натуральных чисел. Не всех, а до числа m. В математике, кстати, вот эта сумма известна как harmonic number. m-k. Да, и, может быть, кто-то из вас уже задумался, что такое z от -2? Это же когда k равняется -2, это значит сумма квадратов всех натуральных чисел. Это же очень большое число, а именно бесконечность. Действительно, вещь несколько непостижимая, пока вы не узнали, что такое аналитическое продолжение функции. Но я не буду про это рассказывать тоже. Мы просто случайно набредем на некоторые чиселки, которые будут называться z-1, -2, -3. И когда-нибудь я смогу, может быть, про это подробнее рассказать. А сейчас давайте начнем сначала. Треугольник Паскаля, наконец-то. Вернулись к простым, понятным нам вещам, известным треугольнику Паскаля. Он возникает, когда вы раскладываете a плюс b в степени n. Или как вот здесь. 1 плюс x в степени n.
Я хочу сделать небольшое преобразование, вот эту старшую степень x5 перенести налево, x4 перенести налево. Вот что получится. Справа получается такой обрезанный треугольник Паскаля, у которого срезан правый склон. И что я хочу здесь проделать? Я хочу взять вот эти три равенства. Стрелочка это равно. Три равенства и назвать их. Дать им имена А3, А2, А1. И я хочу их просуммировать с определенными коэффициентами. Я хочу, чтобы справа остался только х квадрат, а все остальные члены, свободные члены и члены с х пропали. Ну, это делается очень просто. Берем первое уравнение, умножаем на 2, второе умножаем на 3 и вычитаем из первого второе. Вот тут так и написано. 2 умножить на А3 минус 3 умножить на А2. Получается, что 3х квадрат превращается в 6х квадрат, а 3х превращается в 6х, 2х превращается в 6х. Они сокращаются. И остается 2 минус 3. И надо бы полученную минус единичку прибить. И мы добавляем А1. Вот эта вот линейная комбинация трех равенств нас интересует. И вот что получится. Ну, справа получится, ну, то, что здесь написано, 6х квадрат. Все верно. Справа остался только х квадрат. Разделим на 6, и вот что мы имеем. Ну, вы, конечно, спросите, зачем это все делается? Вообще, это не принято у меня на канале. Надо, чтобы все действия, которые делаются, были понятны. Зачем они делаются. А я взял и стал вам рассказывать просто какие-то манипуляции с уравнениями, зачем-то с тремя. Ну, смотрите, сейчас все поймете. Короче, на самом деле я хочу найти конечную сумму 1 квадрат плюс 2 квадрат плюс 3 квадрат и так далее, плюс n квадрат. И, в принципе, есть много способов получить этот результат. Я вам просто рассказываю один из них. Вот такой. Взять треугольник Паскаля и сделать некоторые мероприятия, чтобы справа остался только х квадрат. И смотрите, что получается потом. Я беру и полученное равенство одно суммирую с собой, подставляя x равно 1, 2, 3, 4, 5 и так далее n. Тогда у меня будет справа сумма квадратов первых n натуральных чисел. А слева, что будет слева? Ну, вы уже, наверное, догадались. Вот эта скобочка будет несколько раз повторена для разных значений x. Вот, я просуммировал это равенство с собой 4 раза. Ну и видно, как тут сокращаются члены, когда мы суммируем вот этот столбик. 1 в кубе минус 0 в кубе, 2 в кубе минус 1 в кубе, 3 в кубе минус 2 в кубе, 4 в кубе минус 3 в кубе. И когда они сократятся, останется просто 1 плюс 3 в кубе. Аналогично здесь. Когда мы будем суммировать вот эти члены с минус тройкой, то мы получим просто минус 3, 1 плюс 3 в квадрате. Короче говоря, когда мы просуммируем вот это вот равенство с собой n раз, n плюс 1 раз, начиная с нуля, то мы получим следующее равенство, что сумма квадратов натуральных чисел от 0 до n равняется вот этой величине. Ну, давайте раскроем это выражение. Вот чему оно равно. Это формула для суммы первых n квадратов натуральных чисел. Удивительным образом эта сумма совпадает с многочленом Бернулли третьей степени. Ну, потому что многочлены Бернулли, они как бы так и определяются. Ну, точнее, не совсем так. Но вот для тройки, значит, полностью совпадают. Надо, правда, делить на 3. Для четверки есть некоторая разница. Так, сейчас. Ну вот, да, гармоник number. Это гармоник number для значения k-2 это и есть многочлен Бернулли 3. Но давайте посмотрим, например, верно ли это для суммы четвертых степеней. Математика знает, чему равняется сумма четвертых степеней. Верно ли, что это многочлен Бернулли пятой степени? Да, верно.
только его надо делить на k. А для третьей степени просуммируем третью степень, получим многочлен четвертой степени. А многочлен Бернулли четвертой степени – это другое выражение. Оно совпадает вот в старших членах, но младшие отличаются. С чем это связано? Это связано с тем, что многочлены Бернулли определенным образом нормированы, а именно они нормированы так, чтобы интеграл от 0 до инста был равен нулю для всех многочленов Бернулли. Ну, это не важно, это потом. Вот. Многочлены Бернулли позволяют вычислять суммы k-ых степеней от произвольного числа до другого произвольного натурального числа подряд. Вот так это делается. Математика прекрасно умеет вычислять эти многочлены. Вот, можно просить ее разложить на множители. Вот так вот повычислять прямо корни. Или численно повычислять. И корни у нас получаются комплексные. Вначале как-то к нам везло, и все корни получались вещественные, хоть и иррациональные. Но с увеличением n, начиная с k равняется 6, мы получаем уже комплексные корни. Эти корни можно визуализировать. Каким образом? Ну, давайте я это оторву. Вот эти корни. Я добавляю две палочки и получаю список, состоящий из двух списков. Первый – это вещественные части корней. Второй – это мнимые части корней. Ну и надо сделать транспоз, чтобы получить не список из двух списков, а список пар. Вещественная координата и мнимая координата. Ну и давайте добавим еще сюда две наклонные палочки и лист-плот. Две наклонные палочки в языке математика. Это вычислить то, что слева, и применить к этому функцию, которая описана справа. Вот здесь мы это делали. N – это получить numerical values, численные значения того, что находится слева. Это функция, которую я сконструировал на месте. В программировании такие конструкции известны как лямбда-функции, лямбда-выражения. Как бы тут вместо решеточки идет все, что находится слева, а слева находится список, а функция re от списка превращается в список re от отдельных компонент списка. И поэтому то, что мы получим, это будет два списка, но когда мы сделаем транспоз, мы получим список пар. Вот, нарисовали. Красота страшная, да? Только нужны grid lines. Я люблю, когда есть grid lines. Вообще графики без grid lines не признаю. Ну и, конечно же, manipulate. Раз уж мы в математике находимся, грех не запустить manipulate. Красота — страшная сила. Такие вот две формы. Так. Это мы все отвлеклись, на самом деле. Мы не по прямой бежим. Мы сделали зигзаг в сторону корней многочленов Бернулли. Итак, вот наш треугольник Паскаля. Что мы проделали, когда мы искали многочлен Бернулли третьей степени? На самом деле мы взяли определенную строчку из некоторой обратной матрицы. И сейчас я поясню, что все это значит. Вот этот треугольник Паскаля, записан в таком виде, можно превратить в матрицу. Матрица n на n, где n у нас тут равно 10. Вот этот треугольник Паскаля, от которого отрезали правый склон. И другая запись, вот такая более классическая, когда появляются такие круглые скобки. Таким образом изображают матрицы с круглыми и большими скобками по бокам. И вот это вот равенство, ну не одно равенство, а вот набор равенств можно изобразить в виде одного равенства. Формально одного равенства, смысл которого следующий. Значит, матрица в виде столбца равна квадратной матрице умножить на столбец. Это формальная запись следующей штуки. Мы берем этот столбец и перемножаем полиметно на первую строчку.
Вот так вот как бы единичка идет сюда, x идет сюда, x квадрат идет сюда. И мы как бы переумножаем. А потом вместо пробелов, которые здесь стоят, ставим знак плюс. И складываем. И это должно быть вот этому значению равно. Вот это значение равно такой штуке. Мы берем этот столбец. Так вот. Нет, не так. Кладем его. На этот раз на вторую строчку. На вторую строчку. Поэлементно умножаем, а потом складываем. Вместо вот этих пробелов ставим знак плюс. И так далее. То есть, это не какая-то магия, это формальная запись того, что изображено выше. Не более того. Просто такой короткий способ записать то, что находится сверху. Но кроме того, что это формальная запись, это еще постановка интересной задачки. Вот есть у нас такая формальная запись, а я хочу получить формальную запись в другую сторону. Я хочу вот этот столбец изобразить как некоторая квадратная матрица, умножить на вот этот столбец. В другую сторону, обратить. Здесь как бы этот столбец выражается через этот, а я хочу в другую сторону. Эта операция называется обращением матрицы. И что мы с вами сделали? Мы с вами, по сути дела, нашли значение этой обратной матрицы вот в этой вот строчке. Мы знаем, что ее значения равны 1/6 минус 1/2, 1/3. Почему? Ну, потому что вот это вот выражение... Нет, не это. Потому что вот наш многочлен Бернулли это 1/6 перед n, минус 1/2 перед n квадрат и 1/3 перед n в кубе. Вот. Давайте сделаем, выполним обращение матрицы. Для этого в математике есть функция inverse. И вот мы получили наши значения 1/6 минус 1/2, 1/3. Так. Во-первых, поверьте мне, вы справитесь с тем, чтобы самостоятельно получить четвертую строчку. Так как мы это сделали для третьей строчки, вы также можете попробовать найти четвертую строчку, и у вас получится. Вы должны будете взять уже не вот эти 3 уравнения, а 4. И ваша задача будет найти линейную комбинацию 4 равенств и получить справа x в кубе. Вначале вы поймете, как убить x квадрат. Для этого надо вот это умножить на 2 и вычесть из вот этого. Потом вы уже можете забыть про вот это равенство и заняться вычитанием вот этого равенства из того, что получилось здесь. И убить компоненту с x. Ну и потом убить свободный член, вычтите нужное количество вот этого уравнения. Короче, понятно. Хорошо. Вы способны взять и посчитать сами эту матрицу целиком, при желании. Давайте присмотримся к этой матрице. Так, я тут какую-то красоту хотел навести, нарисовал блеклые границы. Ну окей. И давайте посмотрим, что тут нарисовано, например, в 9 строчке. Минус 1/30, 2/9, минус 7/15. Это прямо коэффициенты как раз. Многочлена Бернулли, деленного на 9. Хорошо. Здесь я решил порисовать побольше. Ну вот, на этой картинке уже можно искать закономерности. Ну давайте, кто первее? Я, например, знаю, могу продолжить эту диагональ. Диагональ с минус 1/2 я тоже могу продолжить. Дальше уже сложнее. Ну, мы не доказали, что эта диагональ равняется минус 1/2. Мы это просто обнаружили. Также мы обнаружили, что вот эта диагональ состоит из нулей. И я как бы имею очень большую уверенность, что дальше будут нули тоже, если мы продолжим дальше. Здесь не нули, здесь опять нули. Не нули, нули. И так далее. Я люблю иногда посмотреть на сложные кейсы. И становится понятно, что вот сложные кейсы открывают взгляд, что на самом деле эти диагонали сделаны как бы из какого-то одного числа, и вот соседние числа отличаются как-то немного, как-то просто. Что я тут решил сделать? Я решил взять и разделить каждую диагональ
на значение, с которой эта диагональ начинается. Ну, правда, тут некоторые диагонали начинаются с нуля, но они продолжаются нулями, поэтому это не страшно. Ну вот диагональ, которая начинается на 1/42, я решил разделить на 42. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Следующее, тут 1/12. Если я 1/12 разделю на 42, сколько будет? Так. Стоять. Вот. В результате этого деления, когда я просто обратную матрицу MI, это M inverse, разделил на значение, на некоторое значение, которое стоит в первом столбце этой матрицы, вот первый столбец этой матрицы, это вот тут эта единичка нарисована. Ну, а дальше, чтобы как бы из EG понять, в какой элемент именно упирается диагональ, которая проходит через точку EG, надо сделать вот такую манипуляцию. В общем, как бы я для каждого числа нашел значение k, порядка номер в первом столбце. Это вот это выражение. И разделил на него. И вот что я получил. Я получил by definition в первом столбце нули и единички. А дальше уже как-то очень все получше стало. Ну, минус 1/2 превратилась в единички. Хорошо. Тут 1/8. И тут вот встречаются 2, 4, 2. Тут 1/9. И тут встречается тройка. Здесь 1/10. И тут в знаменателе встречается двойка. 1/11. И тут в знаменателе ничего не встречается. 1/12. В знаменателе встречается 2, 4, 2. 1/13. В знаменателе ничего не встречается. Ну, можно попробовать умножить на и. Вот, и получить уже какие-то целые числа. Да. Ну что, кто узнает эти числа? Эти числа нам встречаются в треугольнике Паскаля. 3, 6, 10, 15, 21, 28. 3, 6, 10, 15, 21, 28. M это исходная матрица, которая есть в треугольнике Паскаля. Итак, мы с вами обнаружили такую штуку, что после обращения матрицы, треугольной матрицы, которая является обрезанным треугольником Паскаля, мы получаем матрицу, в которой тоже спрятаны эти числа из треугольника Паскаля. Но они там спрятаны хитро. Но они там есть. Что мы сделаем? Мы возьмем и разделим на эти биноминальные коэффициенты, которые там спрятаны, чтобы очистить от них. Вот они у нас тут всплыли, правда, некоторые выколоты ноликами. Мы на них разделим. Тут я разделил на значение в первом столбце, а сейчас я наоборот хочу разделить на биноминальные коэффициенты, которые я здесь увидел. Каждый там ит и жит элемент разделить на биноминальный коэффициент, который я здесь увидел. И посмотреть, что там останется. И как бы наоборот. Теперь я вижу, после того, как я разделил на биномиальный коэффициент, я вижу одинаковые числа, стоящие на диагоналях. Абсолютно одинаковые числа. Ну и вот тут уже надо нарисовать этот ответ. Вот значение z функции в 10 точках. Минус 1, минус 2 и так далее. И, о чудо, они совпадают. Только знаки отличаются. А так это именно то, что нужно. Итак, мы с вами просто обнаружили некоторые закономерности и некоторые интересные числа. И я вам просто сказал ответ, что эти числа являются значениями z-функции. В следующих видео я попробую добраться до того, чтобы доказать, что это и есть значение z-функции в отрицательных точках. Но для этого придется проделать довольно-таки большой путь. Рекомендую посмотреть на ссылки, которые я приложил к видео.
с канала ZetaMath. Там очень хорошо рассказано и про аналитическое продолжение, и про то, как можно школьными методами, почти школьными методами получить значение зета-функции в точке 2. На сегодня все. Пока.